Арми, вы не поверите, что только что произошло. На Paradise Art Night 2025 Тэхён сделал нечто настолько неожиданное вместе с Пегги Гоу, что вся толпа ахнула. И теперь об этом говорит весь мир. Оставайтесь с нами, потому что этот шокирующий момент оставит вас без слов. В первые дни 2025 года Сеул сиял ярче, чем когда-либо. Всеобщее внимание было приковано к одному из самых ожидаемых культурных событий года – Paradise Art Night 2025. Известное своим гармоничным сочетанием современного искусства, живых выступлений и звездных гостей, это мероприятие долгое время считалось вершиной встречи высшего общества и поп-культуры. Однако в этом году ожидание достигло совершенно нового уровня, поскольку, по слухам, его посетит Ким Тэхён Ви из BTS. В течение нескольких недель до мероприятия в социальных сетях циркулировали домыслы. Слухи об участии Тэхёна разносились со скоростью лесного пожара. Фанаты строили теории, редактировали фан-постеры и анализировали каждый намек, брошенный инсайдерами. Арми, преданные фанаты BTS, знали, что Paradise Art Night – не просто мероприятие. Это элитное место, где рождались легенды, искусство и мода, где создавались незабываемые коллаборации. На улицах Сеула царило радостное возбуждение. Отели рядом с местом проведения мероприятия были полностью забронированы за несколько недель не только мировыми знаменитостями, но и Арми, прилетевшими со всего мира в надежде хотя бы мельком увидеть своего кумира. Витрины роскошных бутиков украшали тематические витрины, намекая на предстоящее мероприятие. В кафе подавали лимитированные напитки, вдохновленные творчеством Тэхёна, а фанаты организовывали благотворительные акции в его честь, сажая деревья, поддерживая приюты для животных и устраивая художественные выставки, посвященные наследию BTS. Само место проведения, Paradise City Art Hall, представляло собой захватывающее дух сооружение из стекла и стали. Его футуристическая архитектура отражала неоновые огни, а накануне мероприятия небо раскрашивали тестовые лазерные шоу. Каждая деталь говорила о том, что этот вечер запомнится на десятилетия. Тэхён всегда был известен как художник, стирающий границы между музыкой и живописью, между сценическим исполнением и изобразительным искусством, между мейнстримом и проникновенной индивидуальностью. С момента его сольного дебюта его влияние вышло за рамки кей-попа. Он стал символом современного искусства. За несколько недель до Paradise Art Night поклонники заметили его загадочные посты в Instagram, черно-белое фото проигрывателя, картина с яркими мазками кисти и единственная подпись «Скоро». Эти намеки породили теории о том, что он готовит нечто революционное. Некоторые думали, что он представит новую песню, другие же предполагали, что он представит собственные картины или поработает с зарубежным художником. Ажиотажа добавило и подтвержденное участие Пегги Гоу, всемирно известного корейского диджея и продюсера, которая покорила электронную музыкальную сцену. Известная своей уникальной способностью сочетать технобиты с корейскими культурными оттенками, Пегги уже была в центре внимания по всей Европе и Соединенным Штатам. Ее присутствие на Paradise Art Night не стало неожиданностью. Но когда поползли слухи, что Тэхён и Пегги были замечены в одних и тех же творческих студиях в Сеуле, интернет взорвался. Может ли они сотрудничать? Может ли бархатистый голос Тэхёна переплетаться с гипнотическими битами Пегги? Одна эта мысль вызывала дрожь у Арми. Хэштеги решетка Taeyong Peggy и решетка Paradise Art Night были в трендах по всему миру в течение нескольких дней, задолго до начала мероприятия. Корейская развлекательная пресса публиковала заголовки спекулятивными статьями, которые только добавляли таинственности. Тэхён представит невиданную ранее сторону своего искусства на Paradise Art Night 2025. Пегги Гоу и Тэхён – сотрудничество, которое может навсегда изменить музыку. Все взгляды устремлены на Сеул. Сможет ли Ви из BTS переопределить сцену арт-вечера? Даже международные СМИ, такие как Vogue, Rolling Stone и The Guardian, подхватили эту историю, подчеркнув, что присутствие Тэхёна на таком культурно значимом событии символизировало слияние поп-звезды и высокого искусства. Для Арми подготовка была смесью волнения и нервного ожидания. Фан-форумы гудели от прогнозов. Кажется, он впервые исполнит новый трек вживую. Может быть, он сотрудничает с Пегги над инсталляцией визуального искусства.
А что, если Чингук тоже появится? Представьте себе хаос. В Индонезии фан-базы организовывали прямые трансляции вечеринок, несмотря на разницу часовых поясов. В Бразилии начали появляться уличные фрески с тэхёном и неоновыми элементами искусства. В Париже художественная галерея даже устроила специальный вечер перед концертом, на котором были представлены работы, вдохновленные BTS. Это был уже не просто концерт или арт-вечер, он превратился в глобальное культурное явление в ночь судьбы. К январю 2025 года ожидание стало невыносимым. Билеты невозможно было достать, и внутрь допускались только тщательно отобранные гости из списка мировых деятелей искусства, музыки и моды. Тем не менее, тысячи фанатов собрались у входа, держа баннеры, скандируя фан-песни и ожидая появления на красной дорожке. Все знали, что Paradise Art Night 2025 попадет в заголовки газет. Но никто не мог предсказать неожиданный момент, который подарит Тэхён, момент, который не только шокирует ARMY, но и заставит всю индустрию развлечений говорить о нем месяцами. Когда вечернее солнце клонилось к горизонту, окрашивая Сеул в золотистые тона, все внимание переключилось на Paradise City Art Hall. Место, сияющее, как драгоценный камень, было украшено ультрасовременными световыми инсталляциями. Его парадный вход обрамляли высокие светодиодные стены, на которые проецировались фрагменты произведений искусства и абстрактные визуальные эффекты. Красная дорожка тянулась бесконечно, охраняемая морем вспышек камер, микрофонов и восторженных журналистов. Это уже было не просто арт-событие. Это была главная культурная встреча года. К приезду готовились иконы моды, музыкальные магнаты, голливудские актеры и корейские легенды. Каждый гость был не только участником, но и символом того, как Paradise Art Night превратился в место встречи Востока и Запада, где традиции сочетались с современностью, а искусство преодолевало границы. Среди первых гостей были всемирно известные художники и скульпторы, многие из которых были одеты в авангардные наряды, отражающие их творческие индивидуальности. Камеры неистово щелкали, когда их творения были ненадолго представлены у ковровой дорожки, небольшие тизеры инсталляций, которые позже будут представлены в зале. Вскоре мир моды заявил о себе. Супермодели скользили по ковровой дорожке в платьях, сшитых специально для этого вечера. Некоторые были одеты в платья, расписанные каллиграфией от руки, в то время как другие были одеты в футуристические костюмы со светодиодной подсветкой, которая меняла цвет в такт движением. Каждый шаг по ковровой дорожке ощущался как прелюдия к чему-то более грандиозному. Но настоящее волнение началось, когда начали появляться узнаваемые деятели поп-культуры. Актеры корейских дорам прибыли в безупречном стиле, вызвав аплодисменты фанатов, собравшихся снаружи. Любимые актрисы в ослепительных кутюрных нарядах, вдохновленных ханбоком, грациозно махали руками, олицетворяя мост между традициями и современным гламуром. Популярные айдолы из новых поп-групп также присутствовали, некоторые нервно поправляли наряды, зная, что само присутствие на Paradise Art Night означало обряд посвящения в элитную сферу мирового искусства. Толпа взорвалась особенно громко, когда были замечены близкие друзья нескольких участников BTS. Слухи мгновенно поползли. Если они здесь, Тэхён тоже должен прийти. Репортеры наклонялись ближе, чтобы уловить хотя бы малейшие подтверждения. А затем появилась Пегги Го. Диджей и продюсер ошеломила публику своим электризующим присутствием. На ней был фирменный наряд, сочетающий в себе уличную строгость с изысканностью высокой моды, струящийся металлический тренч в сочетании с футуристическими ботинками. Ее волосы были гладко уложены, но в то же время игривы. Репортеры засыпали ее вопросами, а она уверенно улыбалась, излучая ауру человека, знающего, что вот-вот войдет в историю. За последние несколько лет Пегги Го стала не только музыкальной звездой, но и культурной иконой, олицетворяющей Корею со всего мира. Ее биты звучали в клубах Берлина, Ибицы и Лондона. Ее коллаборации с артистами самых разных жанров вышли за рамки привычного. Но сегодня все было по-другому. Ходили слухи, что она не просто выступает сольно. Она готовит что-то незабываемое. «Пегги, ты сотрудничаешь с Тэхёном?» — крикнул один из журналистов.
Она лишь ухмыльнулась, слегка подмигнула и продолжила путь. Этот едва заметный жест вызвал неистовство фанатов в Твиттере. За считанные минуты хэштеги решетка Пикгят Парадище и решетка Тайнгчол Лапчон Фермет стали мировыми трендами. Сюрпризы продолжали прибывать. Голливудские звезды, такие как Тимоти Шаламе, Зендая и Флоренс Пью, украшали ковровую дорожку, подкрепляя международный престиж мероприятия. Каждого из них спрашивали о Тэхёне. Некоторые сдержанно улыбались, другие признавались в волнении, но все намекали, что вот-вот произойдет нечто необыкновенное. Также появились легенды искусства, такие как Дэмиен Херст и Такаси Мураками, а мировые модные дома, такие как Dior, Луис Вуиттон и Гуччи, прислали креативных директоров, чтобы стать свидетелями этого зрелища. Даже политические деятели незаметно появились, подчеркивая: